Здравствуйте, друзья. С вами Валерий Табаков. Сегодня я решил наконец-то провести прямой эфир. Завтра, как вы все знаете, состоится очередное судебное заседание в деле об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняют Вячеслава Зинченко. Важно или не важно это заседание, но действительно оно может оказаться и очень важным. На этом заседании, по сути, будут анонсированы те доказательства, которыми будут оперировать стороны. То есть сторона обвинения и сторона защиты. Какие доказательства, не знаю, ни я, ни вы, наверное, не знаете. Но завтра, по всей видимости, мы услышим, как эти доказательства будут озвучиваться. Что хотелось бы сказать в этой связи? Действительно, к любому заседанию нужно готовиться. Готовятся и сторона обвинения, и сторона защиты, адвокаты, группа поддержки, я готовлюсь. И готовится тоже наш внедренный в наше сообщество, которое выступает за поддержку правосудного решения, Игорь Швец. Для чего Игорь Швец ведет свои стримы, которые он анонсирует как стримы в защиту Вячеслава Зинченко? Он свои стримы так и называет, что я там единственный в этих стримах, говорит, что он единственный тот, который выступает в защиту Вячеслава, но одновременно с этим он говорит, что адвокаты Вячеслава не работают, группа поддержки не работает, работает на Москву. И в отношении меня он тоже распространяет клевету, говорит, что я якобы агент ФСБ. Конечно, очень печально, что этот человек, дожил до такого возраста, у него седая борода, там, добрые глаза и очень большой стаж, наверное, большой стаж работы оперативником, но тем не менее он занимается такой деятельностью. В отношении меня эта деятельность квалифицируется как клевета. Буду ли я или не буду пытаться привлекать его к ответственности, это уже мое право, да, то есть я не обязан этого делать. Но хочу с вами поделиться своей мыслью, да, по этому обстоятельству. Уже с самого начала процесса, когда арестовали Вячеслава, очень важно было сплоченность той команды, которая выступает в защиту Вячеслава, да? Как адвокаты, группа поддержки, и я в том числе. И для того, чтобы разобщить нашу группу, для того, чтобы посеять недоверие к моей деятельности, к деятельности Татьяны Мусихиной, к деятельности адвокатов Сулеймы и Немировского, Игорь Швец начинает выдумывать всяческие небылицы. Он заявляет, что якобы адвокаты не работают, хотя они
работают, можно сказать, в поте лица, просто мы не видим и не знаем, как это происходит. Группа поддержки тоже выполняет свою функцию. Мы видим, как, несмотря ни на что, на лице Вячеслава нету отчаяния, да? Он видит знакомые лица, знакомых себе людей и чувствует себя более или менее нормально. Вот. Ну и в отношении меня вот это объявление со стороны Игоря Швеца, объявление, что я якобы агент ФСБ, делается для того, чтобы в эфире, ну, вот в сети интернет посеять недоверие к тому, о чем я говорю. И вот эти семена недоверия, посеянные Игорем Швецом с помощью его клеветы, они как раз и могут дать свои результаты. Результаты те, к которым он стремится. Да? Он правильно, прямо говорит, что бывших ментов не бывает, поэтому фактически он внедренный агент в группу, которая выступает на стороне Вячеслава. Ну и как к этому относиться? Ну, понятно, что относиться нужно нормально, то есть вот вся такая деятельность, она по защите людей, адвокатская деятельность, она предполагает, что в группе, которая занимается поддержкой, адвокатской поддержкой, в группу внедряется человек, который, значит, пытается разобщить эту группу и пытается посеять в отношении участников этой группы недоверие. Что касается самого дела или сути этого дела, то действительно я уже в нескольких своих видео, которые вы, может быть, смотрели, если кто не смотрел, то может посмотрите, я говорил о том, что вот тот мотив, который вменяется Вячеславу, он действительно направлен на то, чтобы до конца довести вот тот процесс, который на сегодня реализуется в Украине. Процесс, который можно охарактеризовать как дискриминацию граждан по языковому признаку. То есть тех граждан Украины, которые говорят на русском языке. Несмотря ни на что, ни на то, что в Конституции Украины, в статье 10 русскому языку определен статус свободно используемого языка, несмотря на то, что Конституция Украины имеет наивысшую юридическую силу, в том числе и по сравнению с законом Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, несмотря вот на такие вот вещи, казалось бы, они правовые вещи, да, и если у нас в Украине соблюдался бы принцип верховенства права, то действительно русский язык мог бы быть свободно используемым во всех сферах, ну, как это установлено Конституцией. Но нет, наши силовики, наши правоохранительные органы, они, несмотря на то, что Конституция установила статус свободно используемого русскому языку, они пытаются применять вот в этих коллизионных, что ли, отношениях между Конституцией и законом Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государства, пытаются применять норму низшей юридической силы, то есть норму закона, но не норму Конституции. Это фактически является нарушением принципа верховенства права, но
это неудивительно для Украины. Поэтому, что касается русского языка, здесь есть такой вот как бы идеологический момент, да, который, с моей точки зрения, важен в данной ситуации. Почему он важен? Потому что вот та информация, которой не обладают многие из граждан Украины, она могла бы помочь консолидировать украинское общество, а вот та деятельность, которую в свое время вела Ирина Фарион, она это общество разобщает. И вот этот момент очень четко уловили украинские военные. В частности, замкомандира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, да, который, неожиданно для него, для Максима Жорина, втянулся в тот конфликт, поддался на ту провокацию, которая была вызвана Ириной Фарион. Вот. Он, конечно, сожалеет об этом, но действительно, что было, то было. Так сказать, факт налицо. Какая это информация? Информация такого плана, что, во-первых, украинский язык, как мы можем об этом узнать даже из диссертации Ирины Дмитриевны Фарион, докторской диссертации, которую она защитила в 2015 году. В этой докторской диссертации она говорила о том, что украинский язык произошел от староукраинского языка. Я полностью прочитал эту диссертацию, взял на себя такой труд. И это первый тезис. Второй тезис – это то, что сам этот староукраинский язык, от которого произошел современный украинский язык, является языком племени Русь. И имеет оригинальное название «Руська мова». Эта руська мова, она в свое время была в статусе государственного языка в польско-литовском княжестве. Поэтому вот такой статус, он как раз был реализован руськой мовой в составе польско-литовского княжества. Что касается Украины, во-первых, факт, который говорит о том, откуда появился язык племени Русь на Украине, можно узнать из повести временных лет Нестора Летописца. И эта повесть временных лет, она описывает вот тот момент, когда впервые на территории Украины, а именно возле Киева, появились представители племени Русь. И первый, кто был из Руси возле Киева, это князь Олег. Князь Олег в 882 году, как повествует повесть временных лет, пришел к Киеву с малолетним Игорем, представился купцом, хотя им не был, и пригласил Аскольда к себе на корабль. Так, как будто бы этот Аскольд является одноплеменником Олега. Но тут же, когда Аскольд зашел на корабль, и Олег его убил. Причем убил под предлогом, что вот, дескать, Игорь, сын Рюрика у него на руках, княжеского рода, а вот этот вот Аскольд, которого он пригласил к себе в гости, он не княжеского рода. И после такого убийства Олег объявил Киев матерью городов русских. И дальше
пошло-поехало, нужно сказать, что конкретно, конкретно сбор дани. То есть Олег начал спрашивать киевлян и всех остальных жителей окрестных селений, кому платите дань. И получал один единственный ответ – хазарам. И тут же Олег говорил: не давайте хазарам, а платите мне. Ну, нужно сказать, что хазарская дань – это были поборы, которые были связаны с оккупацией той территории, на которой они хозяйничали, эти хазары. Поэтому вот тот факт, что дань вначале жители Киева и окрестностей платили хазарам, а потом стали платить по требованию Олега, можно квалифицировать как факт, подтверждающий реоккупацию. Вот. Ну и Русь, как это нам рассказывает Фарион. Русь, как нам рассказывает Ирина Фарион, она говорила на староукраинском языке или на русской мове. Вот. И оккупировали территорию, на которой сейчас расположена Украина. После Олега на престол реоккупанта зашел Игорь, муж Ольги. Ну и этот Игорь тоже занимался поборами, сбором дани, и за чрезмерные поборы древляне, ну или жители Житомирской области, современной Украины, они этого Игоря, тоже русича, да, внука, не внука, да, Игоря, сына Рюрика, они четвертовали, то есть ритуально казнили. Они привязали его за ноги к двум верхушкам склоненных берез, и потом эти березы отпустили. Ну, за что потом древляне поплатились от Ольги. Ну, то есть Ольга начала мстить за такую казнь своего мужа. Вот такие были отношения местного населения, которые вначале были под хазарским игом, под хазарской оккупацией, а потом под оккупацией Руси. Но если Русь говорила на староукраинском языке, а потом, значит, их потомки начали говорить на современном украинском языке, то понятно, что люди, говорящие на украинском языке, они фактически таким образом себя самоидентифицируют как потомки этой Руси. Ну, и это, в общем-то, повсеместно преподается, как история Украины. То есть Олег, Игорь, ну, потом Владимир, который крестил людей насильно. Вот и все это преподносится как история украинской державности. Княжеский период, да, княжа доба. Вот. Потом было принято христианство Русью, и для того, чтобы, значит, легитимизировать свою оккупацию, реоккупацию, Русь начала претендовать на брачные отношения с византийскими царевнами. Ну, в частности, Владимир затребовал у византийцев Анну. Анна не хотела этого брака, но была принуждена к нему, и от этого брака Анны и Владимира родились Борис и Глеб. Именно после смерти Владимира, именно Бориса и Глеба убил Святополк Окаянный. Ну, потому что брак был христианским, брак был венчанным,
И от этого венчанного брака родились двое сыновей, Борис и Глеб, которые претендовали на Киевский престол. Но Святополк, один из сыновей Владимира, то есть брат Бориса и Глеба по отцу, он убил претендентов, для того, чтобы самому взойти на Киевский престол. Но после убийства сбежал. Сбежал, по всей видимости, в направлении Польши современной. Вот, то есть это говорит о том, что даже таким вот способом, принятием христианства, венчанным браком, насильственным крещением, рождением сыновей, русская реоккупация не укоренилась на территории современной Украины. Что дальше? Дальше можно себе задать вопрос, что это за люди, которые жили на территории, на которой сейчас расположена Украина, и которая потом была реоккупирована Русью. Чуть позже я об этом скажу, но еще нужно отметить, что современная политика украинская, она все же привязывается к этой Руси. Даже это видно в Конституции, потому что статья 20 говорит о том, что основным элементом герба Украины является знак княжеской державы Владимира Великого, то есть трезуб. Вот. В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский издал указ 24 августа, в День незалежности Украины в 2021 году, за полгода до начала полномасштабного вторжения, издал указ о праздновании Дня государственности Украины в день крещения Киевской Руси. Таким образом, этим указом фактически была сделана попытка привязки русской истории к государственности Украины. Хотя на самом деле Украина, как это следует из Декларации независимости, она была образована как новая держава, новое государство в 1991 году, и основанием этого образования является всеукраинский референдум. Несмотря на то, что Украина – это вновь образованное государство, в 1991 году образованное, Владимир Зеленский сделал попытку привязать историю Руси к Украине. И, соответственно, обосновать статус украинского языка как государственного в Украине. С другой стороны, русский язык тоже, как это следует из Конституции, имеет статус свободно используемого языка. И в диссертации, в частности, Ирины Фарион, можно увидеть, что вот это обстоятельство, то есть широкое распространение русского языка на территории Украины, оно связано с называемой болгарщиной. И вот этот термин «болгарщина» Ирина Фарион цитирует от Ивана Франко. Вот этот известный украинский писатель Иван Франко, он говорил о болгарщине, то есть распространении на территории Украины болгарского языка. Даже, вернее, не столько болгарского языка, сколько староболгарского языка, который мы с вами знаем под именем церковнославянский язык, который сохраняется, в частности, в церкви. Вот этот церковнославянский язык – это язык фактически староболгарский. Немного видоизмененный, но вот такой вот факт.
откуда взялся староболгарский язык в церкви, которая действует на территории Украины. Хотя они там все конфессии признают и Владимира, и Ольгу, но тем не менее служат на староболгарском языке. И вот если пойти вглубь истории, то есть до того момента, как пришел Олег в IX веке, в 882 году в Киев, и потом отсчитать 200 лет хазарского ига на территории, где сейчас расположена Украина, то можно неожиданно, может быть, для многих и для себя, обнаружить, что в VII веке на территории Украины, а именно в 632 году, было образовано христианское государство, можно его считать первым христианским государством, которое называлось Великая Болгария. И территория этого государства – Поднепровье, Приазовье, Крым, Дон и Кубань. Ну и понятно, что болгары, которые образовали это государство, они разговаривали между собой на староболгарском языке. И вот этот староболгарский язык, он превратился со временем в церковнославянский язык. Ну и как следует из результатов исследования российского филолога, лингвиста, академика Дмитрия Лихачева, современный русский язык, на котором говорят украинцы, да, граждане Украины, он происходит от староболгарского языка. А вот украинский язык от староукраинского языка или языка Руси. Ну а Русь, как мы с вами уже выяснили, это реоккупант той территории, на которой сейчас расположена Украина. И фактически Русь – это реоккупант территории первого христианского государства на территории Украины – Великой Болгарии. Лидер или правитель Великой Болгарии, Кубрат, Патриций, похоронен в Полтавской области Украины, что неудивительно, потому что Великая Болгария на той территории располагалась, которая сейчас расположена Украина. И вот на месте захоронения Кубрата, ну, лично я был. Там установлен памятный знак, герб рода Дула, правящей династии Великой Болгарии. Вот такая наша история. То есть с 632 по 675 год, примерно 50 лет, на территории Украины существовало первое христианское государство Великая Болгария, жители, граждане которого говорили на староболгарском языке, от которого в свое время произошел современный русский язык. Что касается москвичей или московитов, они же тоже говорят на русском языке, да? Ну, немножко он отличается от того языка по акценту, на котором говорят граждане Украины. Но все же это русский язык. Так вот, территория Московии, она была принудительно христианизирована Русью. До христианизации Русью, оккупации, на территории Московии проживали финно-угорские племена, которые назывались Чуть, Весь и Мере. Вот эти финно-угорские племена, Чуть, Весь и Мере, они говорили на своем языке, на финно-угорском, или финском, или на угорском, но
какой-то такой, но не на русском языке. И вот в результате христианизации фактически вот эти вот финно-угорские племена, чуть меря и весь, они утратили свою самоидентификацию и превратились в русских людей. Ну или говорить на староболгарском языке, который был официальным языком Руси и официальным языком церкви. То есть, как ни странно, церковным языком, языком богослужения русской державы все же оставался староболгарский язык. Письменность для этого языка придумали ученики болгар, болгарских просветителей Кирилла и Мефодия. И вот это та письменность, кириллица, которую мы сейчас все с вами знаем и которой пользуемся. Вот такая вот история. То есть я хочу сказать о том, что русский язык, на котором говорят граждане Украины, это не язык Московии, это не язык Руси, это язык потомков граждан Старой Великой Болгарии, первого христианского государства на территории Украины, 7 век, с 632 по 675 год. И владетель, лидер Великой Болгарии, хан Кубрат, имевший титул патриций, то есть который был признан легитимным правителем данной территории украинской, он похоронен в Полтавской области, то есть на территории Украины. Вот такая история. Ну, она была стерта из памяти людей и возобновила свое существование в памяти в 1913 году, когда было обнаружено захоронение хана Кубрата в Полтавской области. В этом захоронении были найдены артефакты, 25 килограмм золотых и 50 килограмм серебряных артефактов, среди которых меч Кубрата и 3 перстня с номограммами. Кубрат Патриций, Кубрат и Аргана Патриций. Вот эти все находки, обнаруженные в 1913 году, когда еще на территории Украины была Российская империя, находятся сейчас в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, и там все эти артефакты можно онлайн посмотреть. Сколько раз не обращались к России с запросами о возвращении этих артефактов в Украину, Россия отвечала отказом. Но, тем не менее, вот такие вот свидетельства существования на территории Украины первого христианского государства, они подтверждены археологическими находками, а не только письменными источниками. Но это 20 век, да, 1913 год. А вот во время Богдана Хмельницкого, когда люди были в состоянии забвения истории Великой Болгарии, произошло восстание, освободительное движение под руководством Богдана Хмельницкого, и было образовано независимое государство. Вот эта независимость, украинская независимость, она подпитывается вот тем духом первого христианского государства, который был рожден Великой Болгарией. И этот дух постоянно движет украинцами, двигая их вот к тому освобождению, к той независимости, к тому суверенитету, который
не может победить ни Россия, ни Америка, ни кто другой. Да? Вот этот дух, он является духом государственности. Не той государственности, о которой говорит указ Владимира Зеленского, крещение Киевской Руси, а дух государственности Великой Болгарии и потомков граждан Великой Болгарии. Так вот, Богдан Хмельницкий освободил территорию Украины от польской оккупации и решил вступить в союз с московским царем. Для того, чтобы реализовать свой замысел, Богдан Хмельницкий пригласил послов из Московии и подбил старшину казацкую на подпись акта воссоединения с московским царством. Этот акт был подписан Богданом, ну и дело оставалось только за подписью местного митрополита Киевского. Ну, на тот момент церковь от государства не была отделена, поэтому вот в таких вот международных отношениях требовалась не только подпись светского руководителя, но и подпись духовного руководителя, каким был киевский митрополит. А киевский митрополит наотрез отказался подписывать акт соединения Украины с Московией. Ну и таким образом легитимизация, что ли, вот этого союза Украино-Московского не состоялась. Под этим документом была поставлена подпись лаврского архимандрита, но лаврский архимандрит не обладал теми полномочиями, которые требовались для подписания такого рода документов. Там должна была бы быть подпись митрополита. Ее там нет. Поэтому нужно говорить о том, что юридической силы соединения Украины с Московией в 1654 году не произошло. Почему? Ну, можно догадаться. Потому что христианская государственность, которая унаследована Украиной, она происходит не от Руси, которая перекочевала в Московию, а от Великой Болгарии. Этот факт, исторический факт, нужно очень бережно хранить, о нем можно дискутировать, но действительно забывать его не стоит. Нужно включить его во все учебники. И в этой связи вот то, что у нас сейчас происходит в Украине, с чем связана деятельность, в частности, Ирины Фарион, вот это вот происходящее в Украине, языковое разделение русскоговорящих, украиноговорящих, оно должно быть ликвидировано, то есть аннулировано. Не нужно притеснять по языковому признаку, тем более в условиях Украины. Это будет по-христиански, потому что во Христе, ну, как христиане знают, если кто не христианин, может, он не знает, но во Христе нету национальности. Как пишет апостол, нет ни эллина, ни иудея, ни свободного, ни раба, ни мужчины, ни женщины. Ну, вот так вот рассуждает апостол Павел. Поэтому нельзя сказать, что украинская церковь должна
быть обязательно националистической, но она должна быть христианской. Поэтому делить людей по языку – это значит вести антихристианскую деятельность. А Христос и является вот тем, что единственное может, кто единственный может объединить граждан Украины. И если мы это с вами поймем, то станет нам понятным, что деятельность убитой Фарион, убийство, которое расследуется сейчас судом, и завтра будет очередное судебное заседание, она была направлена против реальной христианизации украинского государства. Поэтому, друзья, будем надеяться на Бога и верить в то, что действительно в Украине состоится таки правосудие, результатом которого будет не разделение граждан Украины по признаку языка, а объединение. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч.